Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу немножко о игре на приставке NES Nintendo Entertainment System, или же она же была Famicom, а у нас в стране она гораздо более известна как Dendy. Это игра на Dendy, которая называется, собственно, как вы можете видеть на экране, Super Mario Bros. 3, или, как мы ее просто называли, Mario 3. В нашей стране гораздо более известна была первая часть этой игры, хотя, на мой взгляд, третья превосходит ее в несколько раз. Вообще, был такой случай, насколько я знаю, когда в США продажи картриджа с Mario 3 превзошли по объему продажи или по тому, что было заработано, продажи куклы Барби. А это было неслыханно, потому что на те времена кукла Барби была настолько популярна, что превзойти ее среди игрушек или среди каких-то развлечений для детей, и не только для детей, было невозможно. Но Mario 3 превзошел. Лично я познакомился с Mario 3 одновременно, и с Mario 1, и с Mario 3 одновременно, с первой и третьими частями, потому что среди первых картриджей, которые у меня были, имелся тот, на котором была Mario первая часть, и отдельным картриджем шла Mario 3. Я вообще не встречал картриджей, на которых Mario 3 шла бы с другими играми. Видимо, таковых и не было, потому что, насколько я знаю, эта игра выжимала максимум из приставки. Ну, может быть, не максимум, но практически все из тогдашних возможностей Нинтендо или же Денди. Насколько вы, думаю, хорошо знаете, Нинтендо это 8-битная приставка, и Денди тоже 8-битная, которая обладала, естественно, не особо мощными возможностями в плане памяти, в плане своих графических способностей, в плане музыки, звука, но создатели Mario 3 постарались использовать каждый бит, постарались сделать все, что только возможно, чтобы эта игра получилась максимально красочной, максимально объемной, максимально разнообразной, максимально интересной. И мне кажется, что она должна входить в список самых-самых лучших игр на Dendy. Ну, на Nintendo, а в нашей стране будет удобно говорить на Dendy. Сейчас, кстати, вы на экране наблюдаете за моими потугами играть в эту игру. Не думайте, что я такой криворукий или что я вообще играть не умею. Просто я очень давно не играл в Марио, а это эмулятор, и я к тому же не очень привычен к управлению. Я его не настроил как следует, играл так, как получится, и поэтому только приноравливался, а заодно вспоминал старые навыки. В свое время на приставке я эту игру прошел, между прочим, если не ошибаюсь, это была первая пройденная мной серьезная игра. До конца я играл очень много, и я помню, что для того, чтобы не прерываться, не начинать все сначала, я не отключал компьютер, мне родители разрешали, отец разрешал, который эту игру уже прошел. Я оставлял компьютер включенным на ночь, и так несколько дней, и прошел игру. К сожалению, тогда сохранения не было, а в этой игре, знаете ли, можно было бы сделать сохранение, если была такая возможность. Наверное, она столько памяти забирала, что даже встроить батарейку в картридж нинтендовский было тогда невозможно. В общем, пришлось оставлять эту игру на ночь несколько раз, не знаю, было ли такое еще у кого-то, а у меня так было. Итак, что эта игра собой представляет? Если вы знакомы с Марио первой частью, то я вам кратко скажу, что механика этой игры полностью совпадает с первой частью, и можно сказать, что это улучшенная в несколько раз версия. Здесь тоже Марио в основном основным его оружием является то, что он может разбивать головой кирпичи или же бить по кубикам с изображением знака вопроса, в которых находятся какие-то полезные для него вещи. Он также может брать грибок, становясь большим, также берет цветочек, который позволяет ему стрелять огненными шариками или фаерболами противников. Точно так же он большинство своих врагов может убить путем попадания на их голову, прыжка на их голову, и вместе с тем любое прикосновение иное к врагам наносит урон. Если урон может быть трех этапов. Если у Марио есть цветочек, то есть позволяющий стрелять фаерболами, если у него есть хвостик, позволяющий летать, или если на него надета какая-то шкура животного, то он сначала теряет шкуру, со второго касания он становится маленьким, а с третьего касания он погибает.
Если он только большой, если он взял дрифт и стал большим, то погибает по второго касания, а если он маленький, погибает с первого касания. По сравнению с первой частью появилось очень много нового. Во-первых, это то, что здесь тоже 8 миров, но эти миры представлены картами, как вы могли видеть на экране. Большими картами с множеством уровней. Не все из этих уровней обязательно посещать, но большинство нужно. Кроме уровней есть еще то, что вы видите далее на экране, это особая зона. А зона в виде гриба позволяет нам из 3 сундучков вытащить что-то одно, выбрав один сундук. Это будет некий полезный предмет, который можно использовать впоследствии. Находясь на карте между уровнями, Марио может взять один или несколько предметов, которые у него есть в запасе, я позднее это продемонстрирую, и пойти на этап, уже имея, например, грибок, взяв, став большим, или взяв листик, или взяв цветочек. Кроме того, это пиковый туз. Попав туда, вы получаете возможность участвовать в викторине, которую вы сейчас видите на своем экране. Эта викторина позволяет, во время нее необходимо останавливать 3 движущихся линии. В каждой линии изображены цветочек, грибок или звездочка. Сейчас вы это увидите. Если остановить линии так, что получится единый рисунок, цветочек или звездочка, вы получите определенное количество жизней. Цветочек 3 жизни, за гриб 2, если не ошибаюсь, а за звезду больше всего 5. У меня здесь не получилось, я уже это разучился делать, но это можно. Кроме того, есть еще иногда на экране появляется пиковый туз с буквой N. Попав туда, вы оказываетесь вот в такой типичной игре, тоже вы видите здесь. На экране появляется множество карт, вы можете открывать пары, по 2 пары, и если рисунки на этих картах совпадут, вы получаете то, что показано на этих рисунках. Всего этого не было в первом Марио. Возможно, в первом Марио мы могли взять грибок и стать большим, после него, получив большим, взять листик, цветочек, благодаря которому Марио получал возможность стрелять фаерболами в своих врагов. В третьей версии, кроме цветочка, есть еще и листик. Вы сейчас на экране наблюдаете его использование. Взяв листик, Марио получает хвост и может, разогнавшись, взлетать и летать на нем. А если он просто прыгает, то может парить при помощи этого хвостика. То есть он падает и медленно парит, как это тоже можно видеть на экране. Кроме того, в Марио 3 появляется возможность брать шкуры различных животных. Шкуру лягушки для того, чтобы плавать в воде гораздо удобнее. Вот сейчас вы будете наблюдать, как я выхожу в зону грибов и что там происходит. 3 сундука на выбор. Если же... но на суше очень неудобно перемещаться в шкуре лягушки. Есть шкура медведя, которая позволяет перемещаться в определенных местах. Есть одежда ледяного человека, скалолаза. В этой одежде Марио может не скользя двигаться по льду. В некоторых местах это очень полезно, потому что лед крайне опасен, мы соскальзываем все время в пропасть. Ну, собственно, для всех остальных я добавлю, что это платформер. Платформер, который в основном состоит из прыжков, перепрыгивания с площадки на площадку, а также выбивания врагов путем попадания сверху на них, прыжка сверху на них. Практически все враги добиваются, хотя и не все. И разбивание кирпичей головой. В этих кирпичах может ничего не быть, а может что-то быть. Есть просто кирпичи, а есть кубики со знаком вопроса. В этих кубиках обязательно что-то есть. Много разных вещей. Игра очень разнообразная. В ней 8 миров, все очень разные. В детстве я их называл странами, мой отец тоже называл. Вот первая называлась травяной страной, вторая, по-моему, пустынной страной или страной песка, третья водяная страна, четвертая страна великанов, потому что там все большое, пятая это воздушная страна, по-моему, потому что там она разделена на 2 этапа, второй из которых проходит на облаках. Третья ледяная страна, можете догадаться почему. Это 6-я ледяная страна. 7-я это трубная страна, потому что там очень много связано с трубами. Да, кстати, я забыл добавить, что в этой игре вообще много связано с трубами. Как это было и в первом Марио. Можно ходить, можно спускаться в различные трубы, подземелья, подниматься. Трубы будут в разные места. При помощи труб можно срезать часть уровня. И в трубы лазят, кстати, разные враги.
В первом Марио это был, вот как вы видите сейчас, цветочек, который как бы хищное растение с челюстью. К нему опасно, к нему нельзя было прикасаться. А в третьем Марио добавили еще одно тоже хищное растение, другого вида, вы тоже могли его увидеть. Оно плюется фаерболами, то по одному, то по два. Очень, кстати, опасный враг, с ним не так просто иметь дело на самом деле. Вот. Да, это платформер с прыжками с площадки на площадку, над пропастью, в которую нельзя падать, над лавой, с огнем, вырывающимся из лавы. Кстати говоря, еще одно новшество по сравнению с первым Марио. В первом Марио можно было ударить сверху по черепахе, их называют купа черепаха, вот только что одна промелькнула на экране, или вот одна. Тогда черепаха на время попадала под панцирь, пряталась, ее можно было толкнуть, она ехала, разбивая потолок, разбивая кирпичи, но не было того, что добавили в третьем Марио. А в третьем Марио ее можно брать в руки черепаху, отнести куда надо и швырнуть, где вам надо. Но долго держать нельзя, она начинает вылазить из-под панциря, и если вы ее будете в это время держать в руках, когда она вылезет, вот сейчас вы видели на экране, как появился туз с буквой N. Сейчас вы видите множество карт, надо выбирать пары. Вот у меня пара не совпала. Еще одна попытка, есть всего две попытки. Пара совпала, получил 10 монет. Гриф. Не совпало, все. А кроме того, вы сейчас видите на экране лодочку. Это на самом деле большая редкость. В этой игре Марио на каждой карте бродит одна-две таких черепахи, или как бы это назвать, такие существа, которые то бросаются топорами или молотками, томагавками, то кидают бумеранги в вас, а некоторые, особенно опасные, стреляют изо рта фаерболами. Так вот, на карте они бродят, и если вы не встречаетесь, то вы начинаете с ними сразиться. Иногда их можно обойти на карте, но чаще нет, обычно нет. И вы можете с ними сразиться. Если вы победили, вы получаете какую-то полезную вещь, тоже ваш запас, который вы можете использовать, находясь на карте. Но если так получится, что туз с буквой N, который вы видели, типовый туз с буквой N, появится на черепахе, образуется лодочка, на которую вы можете попасть, там пособирать монеты, сейчас вы увидите. На самом деле это большая редкость в игре. Вот так случайно получилось сейчас, когда я играл для вас, уважаемые зрители, чтобы показать игру. Эта лодочка появилась. Кроме того, в конце каждого уровня, если это уровни, которые помечены на карте как 1, 2, 3, в конце каждого уровня Марио, вот сейчас я попадаю на лодочку, сейчас увидите. В конце каждого уровня, на самом деле это не лодочка, а это такой корабль, конечно, это мы называли лодочкой. Так вот, в конце уровня Марио выбивает одну карту из 3 возможных. Они там листаются, и вы когда бьете, попадаете в зависимости от того, какой рисунок был на карте в момент, когда вы в него попали, когда вы по нему ударили, вы получаете карту. Если карта 3 видов, опять-таки, звездочка, цветочек или грибок. И если вы выбиваете 3 подряд одинаковых карты, вы получаете определенное количество жизней бонусом. За 3 гриба, если не ошибаюсь, 2 жизни, за 3 цветочка 3 жизни, и за 3 звезды 5 жизней, это максимально. Если же хоть одна карта не совпадает с двумя другими, то вы получаете за каждые 3, то есть за каждые 3 пройденных этапа одну жизнь. Надо сказать, что жизни можно в этой игре набрать много. Во-первых, они даются за каждые 100 монет. Во-вторых, как минимум одна жизнь, как вы видите, за одна жизнь за 3 пройденных этапа, а то и больше. Соответственно, если много жизней не терять, то можно разжиться очень большим количеством, и это упрощает игру. Кстати, сейчас я вот проходил эту лодочку, если вы обратите внимание, вот у меня не получилось, и она превратилась в эту черепаху. Она ходит по карте, и мы это даже слышим. И вот в стандартной ситуации вы вот так вот встречаете с черепахой, убиваете ее, появляется сундучок, из которого вы можете заполучить что-нибудь для себя полезное. В конце каждой карты расположен замок, кроме последнего, 8-го мира. В этом замке, вы видите возле этого замка надпись Help. Сейчас вы видите, почему там кричат Help, почему оттуда следует такой сигнал. Наверное, логично было бы сос. Ну, я шучу, конечно. Вот этот запас, как вы видите, вот у меня 2 гриба и одна звездочка, я взял гриб. И теперь я большой появился такой. Вот что такое, собственно, замок.
в каждом замке вы встречаете короля и вот этого помощника его в виде гриба. Король заколдован. Нас просят помочь королю найти волшебную палочку, которая его расколдует, или волшебный жезл. А для этого мы каждый раз будем отправляться на корабль. В конце каждого уровня, в конце каждого мира сильный, мы идем на корабль, где будем сражаться с драконом или неким существом, у которого находится этот жезл, чтобы расколдовать короля. Только в 8 мире будет другая ситуация. Корабли с каждым разом становятся все сложнее и все труднее пройти, и на них, как видите, движущийся скроллинг экрана. Здесь можно застрять, и здесь нельзя постоять, переждать, отдохнуть. Как видите, даже здесь на первом корабле идет страшная пальба, хотя на самом деле это очень простой корабль, дальше будет гораздо тяжелее. К слову говоря, по ходу каждой карты, и вы это могли видеть, есть замок или несколько замков. В этом замке мы побеждаем этого дракончика, за что получаем ключ. Ключ позволяет разрушить находящийся на карте замок. Для чего это нужно? Это нужно для того, здесь я отмечу, что в этой игре бесконечное континуум, бесконечное продолжение. То есть после гейм-овера, после потери всех жизней, мы можем начать с того же мира, на котором закончили. Но если мы начинаем с того же мира, то после гейм-овера, после окончания игры, после потери всех жизней, то все уровни оказываются непройденными. Мы вынуждены проходить их по-новому. Но замок на карте, он обычно отделяет нас от нескольких более поздних уровней. Если мы победили дракона в замке, взяли и открыли замок, кстати, вот я получил жезл, но сейчас расколдую короля. Так вот, если мы взяли ключ и разрушили замок, то после гейм-овера, после того, как мы потеряли все жизни и заново начали игру с этой же карты, замок уже не появляется. То есть мы можем сразу миновать несколько уровней, которые раньше проходили, чтобы добраться до замка. Замок разрушен, замка больше нету, замка и замка нету, да, вот так. И они не восстанавливаются даже после гейм-овера. Я здесь прошел корабль сразу, но отмечу, что если погибнуть на корабле, корабль уплывает, он уже не находится там, где замок, дворец с надписью Help, и он уплывает, причем он может уплыть туда, где не пройдены какие-то уровни, которые придется проходить на карте. Он все время от вас уплывает по карте, улетает, скорее по карте, улетает. А лодочка, которую вы видели, это подобие корабля, но не опасная, но она очень редко возникает в игре, поэтому вот так вот получилось, что на моем демо-видео вы столкнулись с этой самой лодочкой. Игра очень разнообразная. Все миры очень сильно отличаются друг от друга, а уровни на них тоже очень разнообразные. Огромное множество врагов, огромное множество необычных ситуаций. При этом сложность сбалансирована. За счет бесконечного континуума вам не придется постоянно начинать с первого мира, так что в этом нет такой особой сложности. И игра тяжелая, на поздних мирах она сильно тяжелая, но баланс сложности соблюден. То есть игра постепенно усложняется, нет никаких скачков сложности, и нету ситуаций, где бы сложность возрастала так, что проходить невозможно. Я эту игру никак не отнесу самым сложным на Денди. Самым длинным, да, то есть одним из самых длинных, да, но далеко не самым сложным. Вы можете в нее спокойно играть. Поэтому сложность здесь не портит удовольствие. Вот есть игры на том же Денди, это особенно распространено, которые настолько трудны, что в них уже не хочется играть. В эту игру будет хотеться играть. Она совмещает в себе сразу несколько вещей. Хотя это и платформер, но она даже иногда вызывает ощущение легкой РПГ из-за того, что она очень длинная, из-за того, что здесь много событий. Я обо всех даже и рассказать не смогу, нет в этом смысла. Я хочу еще сказать, что в этой игре есть очень много секретов. Во-первых, здесь есть 3 так называемых дудочки. Эти дудочки можно брать на карте и попадать в особую зону, где вы получите выбор мира, с которого начнете. При этом, чтобы попасть в 8-й мир, последний, нужно иметь 2 трубочки, как минимум. Когда вы возьмете эту трубочку, в 8-м надо взять эту трубочку, попасть в зону выбора миров, а уже в самой зоне выбора миров взять другую трубочку. И тогда вы попадете в 8-й мир, и снова прийти туда. Всего есть 3 спрятанных трубочки. Найти их очень и очень сложно. Это действительно
сложное и необычное, очень хитрые секреты. Я в детстве нашел Денди, и честно говоря, я был уверен, что это все. Мне казалось, что уже нашел такие секреты Марио 3, которые, ну, дальше некуда. Оказалось, что есть третья трубочка, о которой я узнал, или дудочка, о которой я узнал из интернета. Я был просто в шоке. Возможно, в этой игре есть еще секреты, которых я не нашел, которых не нашел никто, может быть, и которые он будет видеть. В этом одна из главных особенностей этой игры. В ней уйма секретов. Поэтому, кстати, ее можно переигрывать. Она, как выражается, реигрательная. Потому что в ней можно открывать для себя новые и новые. Вы можете ее целиком полностью пройти, а потом понаходить такие вещи, о которых даже не подозревали. Удивительные совершенно. В этой своей демо-версии я прошел первый мир и немножко начал играть во второй в пустыне, как вы видите. Кстати, по окончании игры можно узнать, как такой мир называется. Там в конечных титрах об этом рассказывают. Я вам рассказал, вы увидели только немного. Представьте себе, что вы увидели 10% всего. Поэтому, если вы хотите поиграть в какую-то игру на NES Dendy, и вы не играли в Марио 3, я очень рекомендую вам эту игру. Она очень интересная. А вот эти привидения, видите привидения на экране в правом верхнем углу, сейчас в левом верхнем углу белые, они оживают, когда к ним поворачиваешься спиной. И только когда к ним поворачиваешься спиной. А когда поворачиваешься лицом, они притворяются спящими. Честно говоря, они немножко такие зловещие, и мне кажется, что это один из самых интересных врагов, придуманных в игровой индустрии. Да, я вот так смело утверждаю, может быть, это и не так совсем. Столько придумано всего, особенно в современных играх, в современных RPG, где каких только нет монстров. Я это говорю не потому, что я какой-то олдфак, что я какой-то такой ретро-геймер, которого вот ничего не интересует, кроме старых игр, которые их восхваляют. Нет, дело не в этом. Дело именно в том, что мне кажется, что они вот... Я сам люблю некоторые современные RPG или чуть-чуть староватые, вот, например, Готику обожаю, первые две части. Но вот эти привидения, мне кажется, они очень классно придуманы. Действительно, привидения там в одном месте пишут. В общем, если вы хотите поиграть в какую-то игру, чтобы получить от нее настоящее удовольствие, я вам рекомендую Mario 3 на NES. Это действительно яркая, красочная и очень интересная игра, которую вы можете при этом не мучиться из-за сложности. Игра потрясающая, рекомендую. Спасибо за внимание.